Доброго времени суток всем подписчикам моего канала. Сегодня поступила просьба от одной моей подписчицы рассказать ей, как сделать ночной светильничек независимый. И несмотря на то, что этих видео и полно в интернете, по ее просьбе я это сделаю. Итак, видео разделим условно на две части. Первая будет для девчонок. Итак, поехали. Что нам для этого понадобится, уважаемые девчонки? Давайте начнем с самого главного. Это светодиод на 3 вольта. И поскольку это ночничок, он должен быть, хотя бы синим. И такой немаловажный нюансик. Как видите, уважаемые девчонки, одна ножка тут чуть-чуть длиннее. Вот она у нас пойдет на плюсик. Запоминаем. Та, что длинненькая, идет на плюсик. Берем 2 пальчиковые батарейки. Желательно брать батарейки подороже, прослужит ночничок подольше. Ну и даже самым дешевым вариантом он вам прослужит не 1 месяц. Итак, в спичечный коробок мы ложим 2 пальчиковые батарейки. Одну плюсиком в одну сторону, а вторую в другую. Как-то вот так. Закрываем. Дальше что нам понадобится? Берем светодиод, опять-таки повторяюсь, на 3 вольта. И что у вас там будет под рукой? Ну, девчонок, что там? Вязальная спица. И вот эту вот ножку, что подлиннее, нам ее надо, вот у меня спицы нет, у меня есть гвоздик. Нам надо, тут мягкие эти ножки, просто сделать такое вот закругление небольшое. Объясню для чего. Вот. Я сделал при помощи гвоздика ржавого, который у меня был. А вы можете взять свою спицу красивую и сделать при помощи ней вот такое вот закругление с этого длинненького усика, что пойдет на плюс. Вот, всем видно. Дальше. Это нам надо в закругление, чтобы положить на вот этот вот выступ этой вот батарейки на плюс, чтобы оно зафиксировалось. А то, что идет на минус, просто его туда утопить. Чем-нибудь. Все, тут зажимаем. И наполовину ночничок у нас готов. Что нам надо, чтобы закончить? Ну, я не знаю, я тут вот понаходил, что у меня было под рукой. Это вот от свечи такой, как таблетки, сгоревшая валялась. Это железный рубль. А это 2 вот гаечки. Ну и посмотрим. Берем гаечку. Ну, как-то она не по фэншую. Но работает.
Попробуем-ка железную гривну. Еще хуже, она толще. Так, другая гаечка. Все же гаечка тоже хуже. Так, попробуем. Вот есть у меня вот это вот от свечи. То, что осталось. Сейчас мы его так аккуратненько как-то окультурим ножничками, чтобы оно туда зашло. Суть в том, чтобы оно просто нам замкнуло контакты. И ничего более нам от него не надо. Вот так, поровнее. Во. Так. Ну, это надо тут. Что-то у меня с контактиками. То есть, после того, как замкнули еще девчонки, поправили там контактик, чтобы лег нормально. И получается такой у вас независимый ночничок. Оп, и выключился. Опять включился. Ну вот это вот и все по первой части видео для девчонок. Включается, выключается. Главное найти перемычку. Ну, в хозяйстве что-то да найдется. А затем переходим для мальчиков. Для девочек мы разобрались, как их сделать. Для мальчиков, ну, чуть-чуть будет посложнее. Чтобы получить вот такой вот ночничок, понадобится только паяльник. Ну, и вот у меня вот такая медная проволочка. То есть тут запаяли, ну и припаяли светодиод. Ну и как бы все. Вот. Я один сделал с такой вот немного петелькой, чтобы вешать на гвоздик. Ну, а еще один я сделал, ну, как бы вот выключатель пальчиком. Я его просто один конец не припаивал. И получается как выключатель. Сейчас, минуточку. Просто если его придется, чтобы дольше светило, руки были свободные. Это у меня, кстати, тут белый светодиод. То есть берем простую канцелярскую, как бы, не знаю, как ее назвать, резиночка такая. И все, и получается она тоже вот. Ну, один я решил сделать себе такой. То есть, такая вот резиночка, если мне понадобится. А вообще вот, это белый цвет. Все остальные я себе ночнички делал синим цветом. Не знаю, видно или нет. Но это горит синим. Ну вот, в принципе и все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Удачи!